Компания Chery – это настоящий китайский автогигант. Компания была основана в конце 90-х. Я, Степан, работал на переговорах между компанией Chery и украинским претендентом на дилерство. Мой друг занимался продвижением марки Chery в Украине. Когда-то я пытался поставлять оригинальные запчасти компании Chery на рынке СНГ. У меня ничего не получилось. Сейчас я хочу показать вам, чего добилась компания Chery и в каком направлении движется компания Chery. За моей спиной логотип Chery с синими буквами. Это отделение Chery, которое выпускает электрокары. Пойдем посмотрим, что они предлагают. Я уже видел эту малютку на автосалоне в Гуанчжоу. Миниатюрный автомобиль, который стоит дешево. Чем круты Chery? Они делают автомобили и они делают свой дизайн. То есть, если у вас когда-то была или вы когда-то ездили на автомобиле Chery, вы знаете эту марку, то вы легко в потоке определите, что едет именно Chery. У них есть свой почерк. Вот так выглядит ключ. Стильно, классно, модно, аккуратно. И это вот то, о чем я говорю. Здесь есть дизайн. Этот автомобиль стоит 69 800 юаней. Ребят, примерно 10 тысяч американских долларов. Да, эта цена уже с надбавкой от государства. Но новый автомобиль, елки-палки. Хорошее предложение. В одном из прошлых видео я рассказывал о компании NIO, которая предлагает пожизненную гарантию на свои автомобили. Компания Chery, видно, посмотрела мой видос и решила сделать то же самое. На этот автомобиль действует пожизненная гарантия. Пожизненная, елки-палки. Без оговорок. То есть, если у NIO говорят, вы не должны продавать машину, не должны попасть в аварии, в Chery говорят, да не проблема. Попали в аварию, восстановите машину у нас, и ваша гарантия сохранится. Ёлки-палки, ребята, ну это просто мега победа. То есть автомобиль за 10 тысяч американских долларов едет 300 километров на одном заряде, имеет пожизненную гарантию. Я не знаю, чего еще нужно конечным пользователям, но это просто нереально. Весит эта малышка чуть-чуть больше тонны. Китайцы грамотно описывают ее ходовые качества. Автомобиль разгоняется за 4,5 секунды. Правда, до 50 км в час. Маркетинговый ход, но нормальный. А внутри нас ждет то, о чем я уже говорил, дизайн. То есть вот это уже не скопировано под копирку, а осмысленно и воплощено в жизнь местными дизайнерами. Получилось? Давайте посмотрим, как получилось. Размеры этого автомобиля: 3 метра 20 в длину, 1,60 м в ширину, 1,50 м в высоту. Такой маленький, удобный кубик. Думаю, парковаться на этой машине в больших городах – это одно удовольствие. А вот здесь у нас лючок для зарядки. Медленная, быстрая. Называется эта малютка Chery EQ1. Здесь батарея 30,6 киловатта. Заряжается она с помощью быстрой зарядки за полчаса на 80%. Медленная зарядка – это 7-8 часов. Значит, дальность хода примерно 300 км в час. Если включить кондиционер и свет, то получится 250, может быть 260, что в принципе неплохо. Что мне не нравится в этой машине? То, что охлаждение батареи воздушное. Я уже это пробовал и считаю, что воздушное охлаждение это не совсем то, что нужно. Значит, чем отличается водяное охлаждение от воздушного охлаждения? Ну, грубо говоря, берется топливные элементы, погружаются в жидкость и лежат там вакуумно запечатанные, их охлаждать, то есть температуру вот этой всей массы очень просто контролировать. Это автономная система. Что такое воздушное охлаждение? То есть есть топливные ячейки, через них проходит воздух.
вот в жаркую погоду где взять этот воздух? Ну, конечно же, извне. То есть, получается, там стоит такой как бы маленький кондиционер, который охлаждает воздух и пускает его дальше вот в те вот емкости с топливными элементами. В чем минус воздушного охлаждения? В том, что если ты едешь, у тебя заканчивается электричество, ты вырубаешь кондиционер основной, и, как правило, вот эта система завязана на основной кондиционер. Не отдельный, а основной. И охлаждение батареи автоматически отключается, оно не работает автономно. Поэтому, если ты не можешь доехать до зарядки, хочешь сэкономить электричество, отключаешь кондиционер, то у тебя начинает перекрываться батарея. И ты получаешься в такой не очень хорошей ситуации, когда нужно выбрать либо пожалеть батарею, либо доехать до зарядки. Вот это мой опыт, да, и то, что мне не нравится в воздушном охлаждении батареи электрокаров. Чем еще воздушное охлаждение хуже, чем водяное? Если погода холодная, на улице холодно, то вот эти перепады температур больше сказываются, больше влияют на батарею. То есть, если нет этой ванны, да, которая защищает от резких изменений температуры, то это губительно влияет на батарею, и срок ее службы уменьшается. И также уменьшается ее качество. То есть, дальность хода, естественно, упадет. Очень важный для меня момент. Эта дверь закрывается с таким благородным звуком, что редкость для китайских автомобилей, даже которые выпускаются автогигантами. Зачет, Черри. О! Вы это видели? Капот не открывается в привычном смысле этого слова, а снимается. А здесь пусто. Есть аккумулятор, какие-то жидкости и все. Знаете, в чем секрет? А секрет в том, что это заднеприводный автомобиль. И из него можно сделать корч для дрифта. Мини-корч для мини-дрифта. Кстати, для зимы предусмотрим очень удобный скребок. Можно стекла почистить. Даже у меня не очень рукаство получилось с первого раза закрыть эту крышку. Инженерное решение сделано на 5 с плюсом. А пойдем посмотрим на багажник. Ребята, нет! Он четырехместный! Здесь 2 ряда сидений, не один. Я не верю в это, прям покажи, здесь 2 ряда сидений. Так, у нас здесь провод для зарядки, нужная вещь. Какой-то ремкомплект, аварийка. Я до всего докопаюсь. Снимается все не очень просто, но все снимается. Все, больше здесь ничего нету. Докатки, к сожалению, нету, и я бы удивился, что она присутствует здесь. Ну, с багажничком все ясно. Я очень хочу проникнуть на задний ряд сидений. Я надеюсь, мои акробатические пируэты пройдут без травм. Кстати, не все так плохо. Ну, как? Конечно, здесь сидеть некомфортно, но вечером с девчонками с боулинга на заднем сиденье я бы проехал бы и особо не парился. Ну что ж, залезть-то я сюда залез, а вот попробуем теперь вылезти. Ну, кстати, не так уж и плохо. Фух. Машина для девушки, для девочки, для бабушки. Но я бы себе такую не купил. Так, и что у нас тут внутри? Первое, что бросается в глаза, iPad. Конечно, не такой большой, как в Тесле, но для своей цены
прекрасный размер. На этих машинах в основном ездят девушки и женщины. То есть это бросается в глаза, по городу как бы в потоке их замечаешь. И вот попадая внутрь машины, понимаешь почему. То есть здесь все сделано аккуратно, красиво. Я бы даже сравнил его с японцем каким-нибудь кейкаром, да? Машина маленькая снаружи, большая внутри, аккуратная. Вот эти вот пластиковые вставки мне очень нравятся, яркие. Ощущение, что автомобиль сделан, ну, неплохо, добротно. Добротно, то есть некачественные, а добротные материалы. В чем разница? То есть вот трогаешь ты кожу, да, ну, это не кожа, это все-таки кожзаменитель. Но он не мерзкий на ощупь. То есть нет ощущения такой какой-то дешевизны. И есть какая-то уверенность, что он не порвется, не протрется. То есть ощущение долговечности какой-то есть, да? Достаточно хороший и долговечный. Машинка мне понравилась, я просил провести тест-драйв. Мне сказали: извини, чувак, но это новый автомобиль, поэтому мы тебе ее на тест-драйв не дадим. Зато там есть специальный образец для тест-драйва. Поехали. Ключ. Вот так вот легко в Chery дают машину на тест-драйв. Классно? О, это другая машина. Это, видно, предыдущая версия. То есть там другой салон. Я спать не готов. Я готов ездить. Давай. Да, залезть оператору было сложно. Но для своего размера автомобиль вот такой. Интересно, что дают предыдущую версию, а не новую. Ну, опять же, ребят, это китайский подход. Чуть-чуть где-то чего-то не совсем так скрупулезно и выверено, как у немцев. Но цена при этом в разы дешевле, чем у немцев. Что могу сказать? Ну, типичный городской маленький автомобиль. Не драйверский, понятное дело. Но на нем не хочется ездить быстро. На нем хочется доставлять себя с 3 друзьями из пункта А в пункт Б. Что сразу же подкупает стандартные уже для Китая большие зеркала. Это круто. Вот прям производитель понимает, что большинство покупателей это чайники. Чайникам нужно сделать все максимально просто и безопасно. Класс, молодцы. Ну вот посмотри на это зеркало, оно реально большое. Я думаю, что вот это, конечно, прилепили как опцию, но размер этого зеркала нормальный. Нормальный. Здесь очень интересный селектор переключения передач. То есть здесь не стали заморачиваться. Есть либо назад, либо вперед. Или нейтраль. Нет позиции паркинг почему-то. Я думаю, что этот автомобиль идеальное транспортное средство для каршеринга. Или, может быть, для каких-то студентов или молодежи, которые его купят и будут грамотно использовать именно вот в городском цикле. Он легко паркуется, он очень дешевый в обслуживании, на него пожизненная гарантия. Ощущение, что это медленный электрокартинг, маленький, юркий, такое ощущение, что можно прямо вот в пробке передвигаться, как будто вот он пролезает во все щели. Очень маленький, удобный автомобиль. Класс. Очень странное ощущение, когда смотришь в монитор, в зеркала, все кажется вроде бы рядом, но на самом деле расстояния еще много. Ну, хорошо, что чудес не бывает. Я бы удивился, если бы автомобиль за 10 тысяч американских долларов с пожизненной гарантией был бы без вот таких вот мелких болячек. Ничего страшного. Ну что ж, вариант интересный, особенно для женщин, девушек, бабушек. Класс. Пойдем посмотрим, что есть ей еще. У компании Chery 3 электрокара в производстве. Самый маленький мы уже посмотрели.
Есть еще седан и паркетник. Вот мне, на первый взгляд, больше нравится паркетник, поэтому мы его пойдем и посмотрим, и заодно покажем вам. Этот электрокар называется Chery Tiggo. Для тех, кто как-то интересовался китайским автопромом, это название знакомо. Chery Tiggo продается на просторах СНГ уже многие годы и успел себя зарекомендовать как доступный и более-менее качественный китайский автомобиль. Как всегда в китайских электрокарах, бесконтактный ключ. Садимся в машину, нажимаем кнопочку «Завестись». Кстати, пока кнопку не нажмешь, нет даже селектора переключения коробки передач. Видел? Все прям просто и максимально понятно. Первое, что бросается в глаза, вернее ощущается, это электрорегулировка сидений. То есть машина с претензией, может быть, не на лакшери, но на премиум сегмент. Мне всегда хочется залезть сразу же во все бардачки. Они здесь есть. Раз, два, три. Шторка для подстаканников. Есть еще один бардачок. Ну, не скажу, что он очень большой и удобный. Ну, обычный. Нету места для карточек. Вот знаете, вот здесь вот бывает вот слева от руля такая емкость, куда можно сложить карточки и всякую мелочь. Здесь такой нету, не предусмотрено. Ну и ладно, здесь хватит. Справа вот на центральной консоли достаточно места. Здесь же у нас два USB разъема для зарядки. Раз, два. Ага. Розетка на 12 вольт и прикуриватель. А давайте посмотрим, что там под капотом. Капот тяжелый. Это не малолитражка, где его можно просто снять. Итак, у нас здесь электродвигатель, аккумулятор, блок управления и самая важная штука – омывание стекол. Вот видно, что кузов этого автомобиля – это все-таки не электрокар по своему рождению сути, а переделанный бензиновый товарищ. Почему я это говорю? Потому что рама сделана, ну вот прям видно, что это рама обычного серийного паркетника. В отличие от малолитражки, в которой прям ставили балки алюминиевые, и видно было, что это изначально электрокар. Пойдем посмотрим на багажник. Багажник, сенсорная кнопочка, прям все сделано современно, и багажник довольно-таки большой. Рельефные такие объемные фары прям выделяют эту машину. Очень классно смотрится. Не знаю, как передаться на видео, но вживую класс. Видите, они на крышке багажника такие, прям как полоски сделаны. Багажник здесь, ну не сказать, что большой. Если сложить спинки задних сидений, то получится довольно-таки вместительный. Запаски, к сожалению, нет. Нас там встречает металл. Этот автомобиль проезжает на одном заряде 400 километров. Батарейка здесь 56 киловатт. Стоит он 125 тысяч юаней, что является примерно 20 тысяч американских долларов. Подножки идут в базе, они не сломались, но еще раз становиться на них мне почему-то не хочется. Какой-то хруст странный идет. В общем, добротно, но помните, что дешево. А дешево и очень добротно не бывает. Чем мне не нравится этот автомобиль? Ценой. Да, у него дальность хода 400 километров. Да, у него пожизненная гарантия. Но 20 тысяч американских долларов, мне кажется, дороговато. Вот малолитражка, которая стоила 10 тысяч долларов,
Это супер вариант. Это уже, вот это уже такая претензия на паркетники европейские, может быть, японские, корейские. Ну, что я вам скажу, кстати, сзади довольно-таки просторно. Просторно, высоко. Вот я, если сажусь за собой, да, я высокий, то мне хватает места и для ног. Хороший мой вариант. Большой паркетник. Мне он вот по своим габаритам нравится. Все грустно. Это медленная или средняя зарядка. Похоже, для данного автомобиля не предусмотрена быстрая зарядка. Дай-ка я уточню. Был неправ. Ребят, мне повезло, я застал покупку этой машины, я так понимаю, что в подарок. То есть вот мы сейчас снимаем и видим, что новый чувак купил машину или ему подарили машину с бантом, с красивым, оформление, подход к клиенту вот такие. Пойду-ка я узнаю у нового счастливого владельца Chery, почему он выбрал эту машину. Пойдем. 你好，请问一下，我叫 Steven， 我是国外的博客哈，我是拍中国国产的全电动的车。У хозяина уже была Chery в прошлом, поэтому вот то предложение, та машина, которую мы видим, его поразили, и он сказал, конечно же, мой вариант беру. Качество я знаю, условия меня устраивают, и все хорошо. Он рассказал, что у Chery осталось то же требование, что и у NIO. Пожизненная гарантия действует только с одним замечанием. Хозяин должен оставаться прежним. То есть купил машину, у нее пожизненная гарантия. Если перепродаешь ее, пожизненная гарантия заканчивается. Я думаю, что это вполне честный и очень умный маркетинг со стороны китайцев. Молодцы. Автомобиль имеет скромные габариты. В длину он 4,3 метра, в ширину 1,80 м, высота 1,67 м. При своих таких скромных габаритах он довольно-таки большой, просторный внутри. Купил бы я себе этот автомобиль в Китае? Нет, не купил бы. Рекомендовал бы я к покупке этот автомобиль в России, Украине, Беларуси, Казахстане? Да, рекомендовал бы. Почему? Потому что, во-первых, марка Chery уже выходила на эти рынки, и, соответственно, вопрос с запчастями, с поставкой запчастей, он решится гораздо быстрее, чем с другими марками. Это первое. Второе, я не люблю кроссоверы, ну и вообще, в принципе, джипы, потому что они в Китае не нужны. Здесь везде хорошие дороги. А вот на просторах СНГ эта машина будет очень даже практичной. И, наконец, третье. Соотношение цена, качество, размеры, гарантия у этого автомобиля весьма и весьма неплохие. Я очень надеюсь, что компания Chery примет решение о старте продаж электрокаров на просторах СНГ. Я надеюсь, что вы сможете купить данный автомобиль на таких же хороших условиях, как и в Китае. С вами был Степан Урбан. Пока.